Друзья, я вас приветствую. Для тех, кто со мной не знаком, меня зовут Артем, я из города Санкт-Петербург, Россия, и сейчас проживаю в Джексонвилле, Флорида, это Соединенные Штаты Америки, и мои друзья очень давно просили меня записать видеовлог о том, как вообще я живу в Америке, показать день из моей жизни, показать окружение и так далее и тому подобное. Поэтому сегодня я возьму вас с собой на пляж, покажу вам вообще, как выглядят пляжные города в городе Джексонвилл, мы с вами погуляем по песку, покажу вам также океан, потрогаем с вами воду, как она выглядит и как она ощущается в январе, а также мы с вами заедем в магазин и покажу вам, в принципе, обычные дороги и жизнь в Америке. Поэтому устраивайтесь поудобнее, надеюсь, вам понравится этот влог. И мы начинаем. Поехали! Так, ну что, готовы ехать? Значит, первым делом поедем на пляж, на Атлантик-Бич, покажу вам вообще, как он выглядит. Посмотрим вообще на погоду, если там люди, потрогаем воду. Теплая она, холодная, все-таки зима сейчас, хотя на улице плюс 20. Вот, дальше, наверное, зайдем в Trader Joe магазин, покажу вам вообще, какие продукты там продаются. Вот, в том числе, там есть пара русских продуктов. Вот, а дальше посмотрим. Поехали! В общем, сейчас едем по Атлантик Бульвар. Это такая типичная американская дорога. На самом деле выглядит абсолютно так же, как, наверное, любая улица в любой такой suburban Америке. Ну, то есть такой типа сельской, полусельской. Вот. Так что сейчас покажу вам, как это выглядит. Собственно, выглядит примерно так же, как и, наверное, я не знаю, любая дорога в любом другом штате. Как видите, широкая дорога, куча заправок, каких-то дилеров, Макдональдсы, светофоры. В общем, чисто страна для автомобилей. Поэтому, да, просто катим вперед к пляжу. Give me anxiety, give me hell. The demons inside of me, they don't fight fair. No, it's not just a game. No, it's not just a game we play it. How can I make you stay? God knows I've tried. The thought of you is still on my mind. Since I got a taste of your love. Ну что, вот мы подъезжаем к Атлантик-Бич. Как видите, погода просто прекрасная, солнечно. Это, наверное, самый красивый пляж, который есть в Джексонвилле, поэтому решил показать именно его вам. Вот, я думаю, что вам понравится. Тут очень красиво. Видите, солнце. Люди гуляют. Хотя на самом деле не так жарко, люди в футболках ходят. На самом деле здесь где-то, наверное, плюс 19. Даже, наверное, 16, 65 Фаренгейта. Вот. Не так жарко, зато красиво. В общем, ладно, давайте припаркуемся и пойдем гулять. Да, забыл сказать, здесь еще много всяких ресторанчиков, кафешек. И знаете, люди сюда приходят не для того, чтобы просто покупаться, допустим, или погулять, а просто посидеть в кафешках, попить вина, покушать вкусной еды. Как бы пляж в понятии Америки — это такой городок, где всякие вкусные вещи есть. В общем, вот мы сейчас только припарковались, чтобы вы понимали, какая страна вообще многообразная. Тут приехали какие-то сейчас чуваки, просто чувак пнул велосипед, кинул его, переодевается сейчас прямо на улице вот так вот. Так что вот такая, да, движуха. Тут люди особо не запариваются, кто о них что думает. Так, в общем, давайте попробуем записать видео, используя микрофон iPhone. Если будет ветрено, я это потом послушаю. И буду использовать петличку вместо этого, потому что все-таки так удобнее, когда не нужно звук отдельно вставлять. В общем, да, вот мы припарковались, сейчас приехали на Атлантик-Бич. И будем смотреть вообще, как здесь что, как погода. Судя по всему, никто не купается, потому что на улице всего лишь плюс 16. Вот. Ну, а так вообще солнечный день, красиво. Я еще толком не освоил все методы аудиозаписи, или, например, какую камеру лучше использовать, фронталку, или все-таки сейчас использую Avikid 0.5 на iPhone. Посмотрим, на самом деле, это все, знаете, познается методом проб и ошибок. Вот, но я думаю, сейчас картинка iPhone должна быть нормальная. Какой-то бар, как видите, уже здесь пьют, даже днем, 24/7. Да, тут на пляжах всегда такая движуха. Так, я посмотрел, вроде бы качество записи хорошее, звук тоже вроде пишется нормально, поэтому, я думаю, можно продолжить писать по iPhone. Итак, в общем, да, мы на Атлантик-Бич. Вообще в Джексонвилле есть несколько пляжей, потому что город расположен где-то, наверное, в 20 километрах от пляжной линии. Есть 3 пляжа, я прикреплю карту здесь, посмотрите. Вот, и Атлантик-Бич — это, наверное, один из пляжей, который выглядит наиболее цивильно, что ли, потому что есть Джексонвилл-Бич, он такой самый массовый, туда просто люди приезжают купаться, почилить, я не знаю. Потом есть Понт-Видер-Бич, он тоже довольно прикольный, интересный. Он такой, знаете, больше такой далекий от города пляж. Там чисто пляж, камушки, там ракушки есть очень интересные, очень красивые. Вот, и Атлантик-Бич — это такая, знаете, цивилизация. Сюда люди приходят, как я уже сказал, попить вина, вкусно покушать, пообщаться, посмотреть всякие разные отели красивые, пальмы. Теперь давайте покажу вам, собственно, как здесь выглядит эта главная улица. Мы по ней уже проехались на машине, но пешком пройтись-то поинтереснее будет. Вот, в общем, да, здесь довольно красиво.
И эта зона пляжная, она используется, знаете, не только для тех, кто, допустим, здесь живет, а люди часто, вот, кто живет в Джексонвилле, они просто приезжают на выходные на пляж, покупаться, позагорать. Вот, ну, конечно же, купаться круглый год здесь довольно тяжело, потому что сейчас, например, все-таки немножко прохладно, потому что обычно летом здесь где-то 30, 34, 20, может быть, градусов. Вот, а сейчас здесь, например, 16 градусов, то есть не такая теплая погода. А ночью было вообще 8 градусов, 5 градусов, поэтому это, можно сказать, холодная зима для Флориды. И знаете, погода такая тоже обманчивая. То есть, например, на улице сейчас вот, ну, плюс 16, как я сказал уже, но из-за того, что солнце светит, довольно жарко. Я, конечно, наделся тут 100 одежек, но я чувствую, что придется, знаете, пару слоев снять, потому что, ну, действительно жарковато. Смотрите, какой стиль здесь ездит. Это особенность пляжных городов Америки, то, что все время на них приезжают на классных тачках покрасоваться. Ну, собственно, ладно, знаете, всякие там кафешки, ресторанчики, это, конечно, хорошо, но, конечно, на пляж приезжают в первую очередь именно за пляжем. И вы только посмотрите на это. Это, друзья мои, Атлантический океан. Погода сегодня просто идеальная. И, друзья мои, это Атлантик Бич, Атлантик Оушен. И так вы можете видеть, как американцы проводят вообще время на океане зимой. Люди сюда просто приходят, видите, поваляться, позагорать, почитать книжку, попить пиво или каких-то других напитков и просто полюбоваться красотами и природой. Большая песочная береговая линия, синий, темно-синий океан. В общем, красота. Пойдемте потрогаем воду, интересно, какая она вообще. Ну что, вот он, Атлантический океан. Давайте попробуем прикоснуться к воде, не намочив при этом ноги. Ну-ка. Слушайте, вода на самом деле не такая уж и холодная, я бы сказал. Она, конечно, прохладная, то есть никто купаться не будет. Но если сравнивать, например, с Финским заливом в Санкт-Петербурге, довольно купабельная вода, то есть можно уже нырять и купаться, но я этого делать не буду, потому что я не мазохист. А так здесь люди во Флориде очень любят заниматься серфингом. И они это делают, несмотря ни на какую погоду, на сезон. То есть, допустим, сейчас холодно, январь, они все равно ездят и занимаются серфингом. Они это делают обычно, смотрите, там вот есть пирс вдалеке, они обычно там катают. Отсюда не видно, конечно, вот, но там такая точка интересная. И смотрите, здесь самолет с рекламой, это такая тоже американская тема. Летит самолет вдоль пляжной линии и какой-то постер рекламы. Вы знаете, что самое интересное, что обычно такие рекламы в каких-то крупных городах, типа Майами, например, или Лос-Анджелесе. В Джексонвилле я такого в жизни не видел. И почему-то они решили крутить рекламу именно зимой, когда здесь вообще никого нет. Потому что летом здесь полный пляж, а сейчас январь месяц, и они зачем-то крутят рекламу здесь. Ну, окей, why not? Давайте посмотрим вообще, что рекламируют. Здесь самолет, кукурузник. И на рекламе здесь, собственно, какая-то автомобильная компания частями занимается, походу. Вот. Почему именно здесь сейчас рекламируется, конечно, для меня загадка. Надо было, знаете, ехать на Атлантик Бульвард, где мы до этого ехали, где куча всяких машин, дилеров. Мне кажется, вот там надо летать над ним, крутить рекламу. Вот люди тоже тут стоят и пытаются понять вообще, почему сегодня рекламируется. Да. Как я вам уже говорил, народ здесь очень разнообразный во Флориде. И поэтому я не удивлен, но здесь есть человек, который, собственно, искупался только что. Смотрите, вон там идет парень, и он только что вышел из океана. Самое смешное, что у него в руке еще пиво. То есть он сходил, искупался с пивком, вышел и просто наслаждается жизнью. Да, типичный Флоридамен, знаете. Я, конечно, здесь живу уже не первый год во Флориде, вот, но Флоридаменом я не стал, как видите, я утепился, потому что я в декабре болел, и как не хочется снова заболеть, знаете, потому что, конечно, вроде бы солнце, вот, но такое довольно обманчивое. Как я говорил, походу, там чувак спикнул, то, что он летает немножко не там рекламирует, он полетел в сторону города. Красавчик. Клиенты точно придут теперь. Так, сейчас мы приехали на Джексонвилл-Бич, поэтому пойдемте покажу вам, как этот пляж выглядит в сравнении с Атлантиком. Вот здесь тоже довольно симпатично, погода хорошая, парковка бесплатная здесь зимой, что тоже может не радовать. В общем, поехали. В общем, сейчас я иду гуляю по улицам Джексонвилл-Бич. И как можете видеть, конечно, он не так сильно отличается от Атлантик-Бич, где мы только что были, потому что, видите, все-таки также здесь пальмы, ресторанчики. Но есть одно отличие большое. В это место очень много людей стекается по вечерам, потому что здесь очень много баров, просто буквально. Здесь бар, там бар, это бар, и там еще 3 бара очень крупных. Вот, и поэтому это известно как такой тусовочный центр, что ли, Джексонвилла, я не знаю. Вот видите, тут уже музыка играет, уже там пиво пьют во все. Поэтому, да, советую вам сюда приехать, если вы интересуетесь всякими тусовками, движухой и так далее. Вот, здесь очень весело.
Потому что в самом Джексонвилле вообще не так много мест, куда можно сходить, повеселиться, пообщаться, вот. А это одно из таких ключевых мест, поэтому здесь эта движуха. Но, конечно, она порой довольно дикая, я сюда крайне редко приезжаю, только с друзьями в основном. Так что, такие дела. Здесь еще есть всякие сувенирные магазинчики, пойдемте посмотрим, что продается здесь. Я все пытался найти сувениры для моей семьи и моих друзей. То, что в Джексонвилле даже не продаются джексонвиллские сувениры. Возможно, здесь что-нибудь найдем. Посмотрим вообще, как что. Как видите, больше всего интересует здесь туристов акульи зубы, ракушки и сувениры. Пойдем посмотрим. Как видите, очень много всякой всячины здесь. Всякие футболки, одежды, какие-то кислотные цвета абсолютно. Футболки, которые меняют цвета на солнце. Очень довольно интересно. Здесь также есть всякие магнитики. Вот, правда, они стоят тут по $6, самое дешевое. По-моему, дороговато, потому что даже в Калифорнии я брал за $2 или даже за 1. И как бы лучше взять, наверное, в Калифорнии за $2, чем в Джексонвилле за 6, да. Ну, как бы такие вот обыкновенные самые. Ладно, пойдемте, отсюда ничего интересного здесь нет. Такая вот здесь набережная есть. Обычно люди гуляют. Но сегодня людей здесь немного, потому что сегодня очень большая футбольная игра между Jaguars и Titans. Поэтому все сейчас стягиваются в даунтаун, чтобы посмотреть на игру. Вот. Но меня футбол не особо интересует, американский. Все-таки европейский поинтереснее будет. Здесь проходят обычно всякие события, например, какие-то ярмарки, какие-то, может быть, небольшие концерты. Вот здесь даже такой вот есть мини-амфитеатр. Вот, ну, естественно, никаких сюда известных рок-групп не приезжает, это так чисто такого масштаба городка. Вот, но тем не менее, комьюнити объединяет, люди тусуются, проводят время вместе. Такие дела. Первый раз, когда я приехал вообще на этот пляж, Джексонвилл-Бич, здесь была автовыставка, приехали всякие ретро-автомобили, и мне, конечно, очень это понравилось, потому что я понял, что вот я наконец приехал в Америку, в ту самую, где одни машины правят миром, я даже не знаю. Полно старых автомобилей, ретро-автомобилей, мустангов всяких, Chevy. В общем, да, было красиво. Так, ладно, последнее, что здесь стоит внимания, это, наверное, пирс. Пойдемте покажу вам пирс. Ну да, днем здесь, конечно, ходишь довольно красиво. Какие-то вечные ремонты, стройки, но не без этого. Вот этот бар очень классный. Я там был пару раз. Вообще топовый. Правда, здесь по вечерам большие очереди. Вечером ни разу не ходил, потому что очередь, я не знаю, наверное, от входа где-то вот до сюда. То есть минут 40-30 ждать. И как бы стоит оно того? Я думаю, что нет. Поэтому лучше, если хочется посидеть, попить пивка, приходите днем или вечером рано. Наслаждайтесь. Так, собственно, вот мы подошли уже к пирсу. И можно видеть здесь какой-то забор, решетка. Вот что-то мне это уже не очень нравится. В общем, как выяснилось, на пирс вход платный. Стоит $2. Если пробачить, то $5. Ну, вы сами понимаете, что наш народ не любит платные вещи, поэтому туда не пойдем. Я, на самом деле, считаю это очень неправильно, что вот просто вот делать вход на public place, вот просто вот на пирс платно. Потому что я был в Калифорнии, там куча пирсов, куча пляжей, там все пирсы абсолютно бесплатные, там если что поделать, аж тут, ну, как бы просто пирс небольшой. Считаю это, ну, глупостью небольшой, ну, ладно. Правительство Джексонвилла виднее, конечно, вот, но их дела. Здесь, конечно, как я уже сказал, на Джексонвилле-Бич побольше движухи. Тут можете видеть, вот люди все гуляют, занимаются спортом. Волейбол здесь довольно классно летом играть, надо будет поиграть в этом году. Обычно вот у этого пирса сейчас собираются серферы, катаются здесь рядом, вот. Но сегодня что-то никого нет, видимо, все будут смотреть игру Jaguars. Вот, ну как бы, да, такой красивый день. Смотрите, тут даже кто-то свадьбу играет, романтика, все дела. Вот. Красивый, солнечный, но довольно прохладный день здесь, по Флориде. Ладно, поехали дальше. Смотрите, какой здесь пати-бас подъехал. Это, конечно, праздник у ребят сегодня. Я очень надеюсь, что ягуары, конечно, выиграют сегодня, чтобы они не зря так отмечали и кричали. Вот, в общем, веселый сегодня день, конечно, во Флориде. Походу едем вместе с этими ребятами. В такую погоду необходимо сделать так. Нужно наслаждаться свежим воздухом. Поехали. Вот мы с вами приехали в магазин под названием Trader Joe. Это такой известный магазин в США, в котором продают органическую еду, в том числе и обычный продукт питания, но фишка в том, что они все очень высокого качества, и они очень вкусные, очень полезные и относительно недорогие, поэтому пойдемте, покажу вам, что вообще здесь есть. Довольно людный день сегодня, здесь, как видите, много народу.
Видите, очень много всего продается, всякие тут напитки, всякие овощи, фрукты. Будут сразу же упакованы в такие стаканчики, чтобы было удобнее есть, например. Вот, цены тоже относительно недорогие. Хотя да, вот это, конечно, дороже, потому что это органика. Вот, но, в принципе, да. Такие цены, так это все выглядит. В общем, сходил в магазин, хотел кое-что показать вам, но этого, к сожалению, не было продажи, хотя я ради этого только приехал. Вот, хотел взять буквально пару вещей, но, как обычно, вышел на 50 баксов, типичный поход в магазин. Вот, ну, Trader Joe, да, действительно, очень классный магазин, вот, наверное, один из многих, в который прям приятно ходить, там всегда вкусная еда. Всем рекомендую. Вот, а сейчас, да, поехали домой, уже к закату время идет, надо пойти взять покушать чего-нибудь. Так, ладно, покатались сегодня, конечно, долго, вот, но сейчас, наконец, последняя остановка. Забираем суши и едем домой кушать. В общем, ребята, всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Обязательно делитесь своим мнением, пишите в комментариях, как вам ролик, стоит ли снимать больше. Ставьте лайки обязательно. И, возможно, я буду снимать еще больше роликов. А на этом прощаемся. Все. Всем пока. Myself from what